Приветствую вас, искатели приключений. В этом видео я расскажу о южной части Вьетнама, которую считаю одной из самых недооцененных, но невероятно ярких. Я отправился в путешествие на мотобайке, начиная с Хошимина, добрался до побережья океана, а затем вернулся обратно по кругу через дельту реки Меконг. Этот регион сильно отличается от популярных мест вроде Дананга или Начанга. Здесь многие жители живут на воде и передвигаются на лодках. Особенно стоит отметить местную религию, которая представляет собой уникальную смесь нескольких мировых вероисповеданий. Видео станет настоящим путеводителем и поможет вам спланировать ваше путешествие ярче. Приблизительный маршрут моего путешествия выглядел следующим образом. Сначала я посетил окрестности города Тайнинь, далее следовал к океану через множество хороших локаций в районе Байнуи. После достижения крайней точки Вьетнама, не считая острова Фукуок, я развернулся и поехал в город Кан-Хо с его знаменитым плавучим рынком и завершил путешествие в долине разливов реки Меконг. В этом камне аж целых 4 этажа. Я нахожусь на 3-м. Освещения тут практически нет. Стоят очень мрачные статуи и слышен рев летучих мышей. Там, где мыши, я не пойду, потому что их там, я понимаю, очень много. Но в этом камне какая-то вот есть особая энергетика, но она очень тяжелая, очень тяжелая. Мне здесь некомфортно, но посмотреть, что такое бывает, из камня сделать храм, это очень интересно. Я сейчас нахожусь в одной из самых знаменитых достопримечательностей и посещаемых в окрестностях города Хошимин. Это подземные туннели Ку Чи. Это сеть многоярусных туннелей, которые были построены партизанами во время Вьетнамской войны для оказания сопротивления и защиты местных жителей. Эти тоннели очень интересно построены, они имеют огромнейшую сеть и показывают, насколько изобретательны тем временем были вьетнамцы. Лично для меня интересно было их посмотреть, но гулять по самим этим тоннелям очень неудобно. Они рассчитаны, наверное, под маленьких вьетнамцев и человеку, я не считаю себя высоким человеком, я 1,76 м, но мне было крайне неудобно и жарко гулять по этим тоннелям. Ты перемещаешься весь потный, в пыли, пачкаешься, поэтому если у вас есть какие-то проблемы с сердцем или с клаустрофобией, то лучше эту достопримечательность не посещать. Так ты ходишь согнутый в 3 погибели. Фух, по этим туннелям. Я приехал на водопад Суой Трук, но водопада нет, так как сейчас не сезон дождей, и водопад пересох. Хотя локация для фотохудожников будет интересная. Тут вот такие изрезанные породы красивые есть. Ну, в принципе, место неплохое. Я сейчас нахожусь и буду встречать закат на вершине горы, которая называется Черная Дева. Это самая высокая гора Южного Вьетнама, высотой 986 метров. По легенде, девушка отказалась жить светской, мирской жизнью и пошла в монашество, поселившись на склонах этой горы. В честь ее и назвали Черная Дева. Также гора привлекает множество туристов и религиозных поклонников своей статуей Большого Будды, а также красивейшими и живописными пейзажами, которые открываются с вершины этой
горы. Место имеет как и туристический интерес, так и религиозный. На скале очень много разных храмов, пагод и святынь. Поэтому сюда приезжают как паломники за духовной атмосферой, так и туристы. Абсолютно пустая кабинка. Еду как мажор в вип-карете. Фух, поднимаюсь наверх посмотреть на пагоду. Подъем не из легких. Так что планируйте побольше времени, а не как я за час всю гору Черной Девы. В общем, пагода пока что не зашла. Вот, друзья, только что сидел напротив Будды, наслаждался видами, и началось световое шоу. И не просто световое шоу, а световое шоу с поющими фонтанами. Я прям этого не ожидал. Я был поражен, насколько классное шоу. И все это сделали на высоте 986 метров на скале. Очень круто. После шоу фонтанов я пошел ко второй главной статуе этого парка под названием «Статуя Леди Будды». Под ней находится арт-галерея, а также современный планетарий, в котором показывается бесплатное шоу раз в 30 минут. Шоу проходят на различные тематики, но наиболее мне понравилось то, когда мы на космическом корабле полетели рассекать просторы космоса и летели сквозь пылегазовые облака, разные рождающиеся звезды. Все это сопровождалось красивой музыкой и было очень и очень увлекательно. Помимо этих двух статуй с их шоу, здесь очень много прогулочных зон с ботаническими и ландшафтными парками. Парки очень красиво подсвечиваются, поэтому я рекомендую посмотреть их как днем, так и ночью. И так как вы находитесь на высоте километра, это хорошее место, чтобы спрятаться от ужасной вьетнамской южной жары. Я нахожусь в городе Тайнинь. Позади меня находится храм под названием Тайнинь Холи Си. Это главный храм и религиозный центр такого религиозного движения, как даоизм. Даоизм объединяет в себя учения буддизма, христианства, ислама, конфуцианства, таоизма. Это учение Лао Цзи. И главной его доктриной является то, что они верят в одного единого верховного Бога. Символом этой религии является всевидящее око, которое означает, что Бог за всем следит, смотрит и всегда находится рядом. Я побывал в этом храме, внутри храм можно снимать, но себя нельзя снимать. Посмотрел эту медитацию. Их учение основано на том, что нужно медитировать и общаться во время медитации с Богом. Очень интересный дизайн внутри этого храма. Похожего я не видел нигде. Я не скажу, что он совмещает какие-то другие религии, но там есть мифические животные, такие как дракон, и всевидящее око, изображенное в форме земного шара. Очень интересная религия. Она появилась только в 1926 году. В принципе, она свеженькая. И она была организована одним вьетнамцем, который сказал, что Верховный передал ему учение, передал ему просветление. И вот так нужно общаться с Богом. Я нахожусь в Нанг Той Нам Лап. Это плавающая деревня, такой себе экопарк, где можно изучать, как мангровые деревья растут из воды, и гулять вот по таким надводным построенным мостикам. Деревня предлагает множество активностей экотуризма, такое как катание вдоль каналов, фотографирование птиц. Но главное, что здесь есть, это высокая башня, на которую можно подняться и видеть всю эту красоту с высоты птичьего полета. Что, собственно, я сейчас и сделаю. Сеть этих мостов очень большая. Например, я сейчас иду по ветке, длина которой 3 километра. Это только одно направление, а направлений много. И я очень доволен, что я сюда приехал. Да, может, это не знаменитое место, может, это не популярное место. Но я получил такое наслаждение,
такой релакс от вот этих вот деревьев, от вот этой заводи, от птиц. Тут такие птицы красивые летают. Великолепие. Если вы, как и я, путешествуете на мотобайке, учитывайте при планировании маршрута огромное количество переправ через реки. Паромы ходят не круглосуточно, и вы можете не успеть в ваш пункт назначения. Я сейчас нахожусь в уникальном храме под названием Хангпагода. Уникальность его заключается в том, что он наполовину находится на склонах горы сам, а половина храма находится во внутренних пещерах этой горы. Тем самым, когда ты находишься в этих пещерах, ты ощущаешь какую-то такую мистическую атмосферу, спокойствие. И в этой пещере сделано много алтарей, много статуй Будды, много разных комнат, где паломники, прихожане могут прийти и поговорить с Богом. Также место привлекает множество туристов, которые приезжают сюда за этой мистической атмосферой, побыть в спокойствии, а также понаблюдать красивые живописные пейзажи с вершины горы Сэм. На эту гору, кстати, поднимается подъемник. Можно забраться туда без особых усилий. Вот я и поднялся на гору Сэм. Что сказать, тут, конечно, не так классно, как на скале Черной Девы, но в принципе, как для провинциального городка, довольно-таки прекрасно. Подняться, кстати, можно на байке, не обязательно по канатной дороге. Я сейчас нахожусь в заповеднике под названием Трассу Каяпут Форест. Из названия понятно, что это лес, и основным его деревом является каяпута. Это уникальная экосистема, где туристы могут понаслаждаться видами мангровых зарослей, деревьев каяпута и множеством различных видов птиц. Заповедник очень огромный, 845 гектар. И основной главный туристический аттракцион здесь – это катание на лодочках по болотам. Но, к сожалению, я сейчас нахожусь здесь вне сезона дождей и не наблюдаю большого количества болота. Как вы видите по этим мостикам, они подняты высоко, то есть уровень воды доходит примерно до конца этих мостов. Но атмосфера парка очень радует, мне очень нравится. Единственное, что он немножко такой недоухоженный. Вот здесь мост поломан, там мост поломан. Как-то они тут не доработали. Вот в столовых, кухонь разных, фастфудов полно. А вот сделать инфраструктуру для туристов, ну, как-то денег не хватает. Я бы за этот парк заплатил какие-то деньги, там, условно говоря, 30 тысяч донгов, 20 тысяч донгов, ну, чтобы у меня была возможность погулять по этому лесу. Естественно, лучшее время для посещения этого парка – август-ноябрь, когда все эти каналы наполняются водой, и вы можете полностью наслаждаться видами этих живописных пейзажей. Я сейчас нахожусь на вершине горы, где образовалось вот такое небольшое горное озеро, а вокруг горного озера построили множество храмов. Как по мне, самый красивый храм, который здесь построили, это вот эта пагода, называется Будда Майтрея. Это статуя Будды, возведенная на скале, а в скале есть пещеры. И основание пагоды – это пещера, но и сама статуя Будды. Кроме Будды, здесь еще есть классический вьетнамо-китайский стиль другой пагоды. Попасть сюда целое дело. Дело в том, что сюда пускают только местных жителей. Туристов сюда не пускают ни на мотоциклах, ни на автомобилях. Тебе надо либо подниматься на кэбл-каре, который, соответственно, стоит дорого, относительно вьетнамских цен дорого, либо тебе нужно нанимать местного пацана на мотоцикле, и он тебя будет доставлять на поверхность этой вершины. Вторая по значимости и размеру пагода на этом озере называется Ван Лин. Мне нравится ее высота, она очень высокая. Надеюсь, я смогу сейчас забраться на ее вершину и посмотреть окружающие живописные пейзажи природы.
Ура, друзья! На вершину пагоды можно подниматься. И на каждом этаже, когда я шел, я лицезрел вот эти красивейшие виды. Озеро, другой пагоды с Буддой и прочие красоты гор. Что мне не понравилось в этой пагоде? Даже здесь, на самом высоком этаже, я слышу ужаснейший шум города. И хоть мотоциклов не очень много, но они все шумят, пиликают. Такое ощущение, что я нахожусь в очень перегруженном городе, типа Хошимина, и они все в пробках пиликают. Зачем они это делают, я не понимаю. На каждом этаже этой пагоды есть статуи богов. Например, на самом высоком этаже статуя Будды. В целом, мне очень нравится здесь атмосфера, но из-за этого чувства неспокойствия ты не можешь насладиться душевной атмосферой, потому что шум мотоциклов не дает тебе срезонировать с этой красивейшей горной природой, с этими озерами и с этими духовными храмами. Заехал на вот такое красивое живописное озеро. Оно окружено камнями, и это создает такой ему антураж. В принципе, на него можно и не заезжать, просто мне по дороге. Специально на него ехать не нужно. У нас в Украине таких озер полным-полно. Я нахожусь сейчас недалеко от порта, где отплывают лодки на остров Фукуок. И тут есть красивейший кастровый холм, в нем красивейшие пещеры, и, естественно, внутри этого холма расположился храм. Очень классное атмосферное место, я советую в любом случае его посмотреть, если вы здесь будете. Сама скала очень высокая. То, что мне очень понравилось и отличает его уникальностью от всех остальных храмов, то, что пещеры сквозь кастровый холм сделаны насквозь. То есть ты можешь зайти в одной части и насквозь пройти в другую. И весь храм находится именно внутри скалы. Не как многие храмы начинаются на скале и потом входят уже в пещеры, а именно вся скала и есть храм, все эти пещерные хода. Интересно. Также инстаграмной инсталляцией возле этого храма является вот такой орел с красными глазами. Я сейчас нахожусь во вьетнамской семье в доме и буду есть настоящую вьетнамскую кухню. Юг Вьетнама является не самым популярным туристическим регионом. Количество кафе, переделанных под европейцев современных, очень и очень мало. Мне повезло ужинать с одной вьетнамской семьей, где я посмотрел их традиции, как они собираются, что они готовят. Основным отличием их ужина является то, что еда готовится вот в таких мисочках, которые постоянно газом подогреваются, то есть еда всегда теплая. Едят они абсолютно все. Рыбу, мясо, все это зажаривается, заваривается во всяких интересных соевых соусах и травах. Очень интересная пещера, высокая, кастровая, и внутри здесь построили пагоду. Атмосфера очень классная для медитации, общения с Богом, спокойствия души. Слышно, как летучие мыши скверчат, а снаружи птицы. А при выходе из пагоды прекраснейший вид через рынок, конечно, на прекрасные скалы на воде. Очень скала красивая. Итак, друзья, утро, рассвет, и я уже на плавающем Флуатин маркете. Я сарендовал отдельную лодочку, стоит это 300 тысяч донгов, примерно $12 или там 13. И сейчас буду пробовать разные блюда вьетнамские, а также лицезреть вот этот прекрасный плавающий рынок и впитывать культуру Вьетнама.
Я был уже раньше на плавающих рынках, был в Таиланде, в окрестностях Паттайи, и для меня это было разочарование. Мне показалось, это такая замануха для туристов, типа шоу-аттракцион. И поэтому я хотел именно поехать на настоящий флуатин-маркет, не просто туристический, а где люди действительно его используют как рынок, торгуют овощами, фруктами, где кипит настоящая местная жизнь. Вот я вижу, арбузы продают оптом. Вот я вижу, лук продают оптом. То есть я понимаю, что это не бутафория, мне это интересно. И сейчас все свои испытавшие эмоции, все эмоции, которые я испытаю, я передам вам. Как по мне, такой вариант, который я выбрал транспорта водного, является самым лучшим вариантом. Я сам, мне никто не мешает, никто не чавкает. Вот я уже подъезжаю в первое место, где продаются фрукты. Еще не жарко, приятно. И вот так путешествуют обычные туристы. Вот на таком большом корабле, много людей. Так что выбирайте маленькие лодочки. Все же эмоции у меня только что были. Один из кораблей ехал задом, и мы в него врезались, чуть лодка не перевернулась. Естественно, я это не заснял на телефон, потому что пытался как-то спастись, но эмоции получил. Рынок больше оптовый, и это чувствуется. Нету тут какой-то розничной жизни. Тут только есть одни туристы и оптовые продавцы. А вот сами вьетнамцы, которые показывают жизнь на воде, как-то мало. Этот рынок начинается каждый день в 5 утра и заканчивается где-то в 8 утра. Потом здесь никого нет. Как вы видите, все мертво. Остались небольшие оптовые продавцы фруктов и овощей. Поэтому приезжать сюда нужно рано. Есть два способа. Или с центрального причала, где за 500 донгов можно снять частную лодку, либо поехать в общей группе за 100 донгов. Эта экскурсия длится 2 часа. Либо приехать сюда и взять здесь частную лодочку уже за 300 донгов, потому что вы не будете тратить время полчаса плыть по реке Меконг. Кому что удобно, выбирайте. Мне эта культура очень интересна. Посмотреть этот плавающий рынок, потому что он не просто точка развлечения для туристов, а он показывает, как люди раньше действительно жили. И когда я путешествовал по югу Вьетнама, все дороги дублируются каналами водными. Все. Это ты едешь по Южному Вьетнаму, это как Венеция. И они на этих каналах живут, ловят рыбу, перемещают сухогрузы, транспорт ездит. И этот рынок, это когда со всех этих каналов съезжают лодки и продают свои сельскохозяйственные товары. Ананасы, там, бананы, кокосы. Я сейчас нахожусь в самом популярном дзен-буддийском храме в окрестностях города Канто. Интересен он своей тихой атмосферой и прекрасной архитектурой. Тем самым привлекает большое количество паломников, прихожан прийти сюда за душевным отдыхом, либо за медитативными практиками. И оно действительно очень хорошо здесь чувствуется. Здесь поют птицы, я слышу, здесь играет тихая, прекрасная, релаксовая музыка, тем самым привлекая сюда много мирян. Лично я здесь чувствую себя очень хорошо. Также храм окружает большое количество прудов и красивых садов, что делает это место приятным для прогулок и отдыха. И сочетание всего этого вместе – архитектура, тихая душевная атмосфера, сады, пруды делают это место очень привлекательным. За что я люблю путешествия на байке? То, что ты едешь через сельскохозяйственные регионы и можешь взять фрукты прямо непосредственно с дерева. Не те, что в супермаркете лежали там 2 недели, а непосредственно свежак. Повелся я на маркетинг и видел на фотографиях, как на этих лотосах лежат, стоят, фотографируются разные люди, девушки. Но если я сюда сейчас стану, то я провалюсь в воду, это точно.
Я сейчас нахожусь в очень интересном храме под названием Винь Транх Пагода. Интересен он тем, что в отличие от всех других пагод, он построен в западном и восточном стиле. Пагода напоминает больше какой-нибудь палац или дворец европейских королей. Также вокруг пагоды есть сады-лабиринты, что часто бывает в западных палацах, а также интересные статуи, например, статуя смеящегося Будды и интересные статуи стражей. Храм действительно мне очень понравился, место популярное, необычное. Вот ты тут сразу ощущаешь, что он отличается от других храмов. В принципе, этим он и интересен, потому что когда я ехал сюда, по дороге были еще пагоды, бесконечные пагоды, но как-то я уже их насмотрелся и такой же, ладно, уже проезжаю дальше. А вот здесь непосредственно мне очень нравится, я рад, что сюда приехал. Пагода была построена в середине 19 века, то есть это не что-то новое, там новострой какой-то, а она действительно с историей. Не маленький храм. Будда огромный, напоминает что-то испанские храмы в городе Гранада, Альхамбра. Вот такие ассоциации у меня. Я сейчас нахожусь в одном из самых туристических мест, это дельта реки Меконг. Я специально сейчас говорю не в петличку, чтобы вы слышали, как орут цикады. Или какие-то жуки здесь, я не знаю. Просто шум неимоверный. Природа уникальная. Здесь можно купить тур на лодочке за 500 донгов и поплавать вдоль этих заводей, вдоль этих маленьких речушек. Замечательная экскурсия, друзья. Это такой релакс, такие необычные, но это не пальмы, но вот пальмовидные листья у этих растений. И мне очень нравится. И я счастлив, что я поехал не в туре, потому что я в лодке нахожусь сам. И очень не завидую тем людям, которые ездят плавают в этих лодках по 5-6 человек. Так некомфортно. Итак, друзья, на этом я заканчиваю мой выпуск путешествия по Южному Вьетнаму. Я надеюсь, я раскрыл тему полностью. Для вас было интересно посмотреть, чем живут люди, какие локации стоит посетить, и заинтриговал вас совершить путешествие по этому региону. Мое эго потешит любые ваши комментарии, а также лайки. Более того, я дам вам еще один классный лайфхак, ради которого стоит поехать в дельту Меконг. Это морепродукты. Например, я заказал 5 устриц и 5 мидий и даже 5 гребешков. Все это за $6, за 150 тысяч донгов. Поэтому оставайтесь на моем канале, подписывайтесь на новые ролики, и я буду освещать интересные места и прекрасные локации.